Всем привет! В этом видео я вас научу, как крахмалить вязаные вещи. Нам понадобится вода, крахмал и та вещь, которую мы будем крахмалить. У меня это шляпка. Чтобы придать форму нашей шляпки, я буду использовать воздушный шарик, который по объему равен голове ребенка. Обхват воздушного шарика равен обхвату головы ребенка. На 1 литр воды нам пригодится 1 столовая ложка крахмала, если вы будете крахмалить слабо. Если вам более жестко накрахмаливание нужно, то берите 2 столовые ложки крахмала. Стакан с холодной водой мы растворяем наш крахмал и тщательно перемешиваем. Мы взяли 1 литр воды. Из этого литра налили в стакан холодную воду. Учтите, что вода в стакане у нас учитывается. Итак, тщательно перемешиваем. Вот что у нас получается. Далее оставшуюся воду мы доводим до кипения и в нее выливаем наш полученный раствор. Еще раз хорошо перемешайте, чтобы не было осадка. И воду, которую мы довели до кипения, мы выливаем наш раствор потихонечку, также тщательно перемешиваем. Если сейчас раствор немного остыл, так как мы выливали холодную воду, можете его опять поставить на огонь, но нельзя доводить до кипения. Как вы видите, мой раствор горячий, я его не буду далее нагревать. Мы оставляем наш полученный раствор остывать до комнатной температуры, потому что если мы сейчас в него опустим наше вязаное изделие, оно просто от температуры сядет. Вот у нас остыл наш раствор. Теперь мы берем заранее постиранные и обязательно влажные вязаные изделия и опускаем в крахмальный раствор. Изделие должно быть влажное, чтобы лучше впитывать наш крахмал. Вот так вот опускаем, немножко держим в растворе, отжимайте, снова кладите, чтобы полностью все волокна пропитались. Теперь, чем сильнее мы отожмем наше изделие, тем менее накрахмаленное оно будет. Вы можете совсем чуть-чуть отжать, тогда изделие будет более жестко накрахмаленное. Так, далее мы наше мокрое изделие должны разложить и придать ему форму. Если у вас это салфетка, то можно разложить ее на горизонтальную поверхность, расправить уголки, закрепить булавками. Я буду использовать шарик, который придаст форму моей шляпки. Беру шарик и одеваю шляпку. Сейчас очень важно расправить аккуратно шляпку, чтобы она была такой, какой нам нужна в готовом варианте. Чтобы шарик у нас никуда не делся, так как он неустойчивый, я использую миску, ставлю шарик с нашей шляпкой и жду, когда высохнет. Вообще достаточно долго будет сохнуть наша шляпка. Если вам нужно побыстрее, то можете использовать фен. Прям берете фен и сушим нашу шляпку. С полями дела обстоят немножко иначе. Под тяжестью поля немного опускаются. Чтобы этого не произошло, надо их выровнять. Мы берем пеленочку, кладем вот так на бочок нашу шляпку, сверху обязательно прикладываем пеленочку и проглаживаем утюгом. Обязательно сверху кладите пеленочку, иначе наш крахмал от утюга может пожелтеть. Посмотрите, края у нас сейчас не только высыхают, но и выравниваются, мы им придаем нужную форму. То же самое нам нужно сделать и с салфеткой. Кладем салфетку на
простынку, например, в несколько раз сложенную, расправляем ее, уголки закалываем булавками, сверху кладем пеленочку и также проглаживаем утюгом через пеленочку. Вот, поля у нас теперь имеют нужную форму. Даем шапочке наши высохнуть, и в итоге у нас получается вот такая шляпка. Я слабо накрахмалила, чтобы ребенку было удобно носить. Можно накрахмалить чуть посильнее, сделав не 1, а 2 столовые ложки крахмала. Такая шляпка получилась у меня, а что получилось у вас? Пишите в комментариях.